Итак, самый лучший секатор. Составил такую линейку секаторов, где первый самый лучший, потом хуже, хуже, хуже. Выбирал по 3 категориям. Первый – это качество реза, так как первостепенная задача секаторов – это резать. Второе – это удобство в работе. И третье – это соотношение цены и качества, где цена завышенная, секатор уходит вниз. Цена приемлемая, секатор поднимается. Цену буду озвучивать примерную в долларах. Примерную. Кому непонятно будет, напишите в комментариях, я вам отвечу в рублях. Да, и оценивать будем по пятибалльной шкале. Допустим, рез на 5, ручки на 3, на 4, вот примерно вот так. Не переключайтесь, поехали. Итак, на первом месте у нас Акацун, так как у него самый хороший рез. Просто на 5. Ручки такие, не очень удобные. На 4, на слабую 4. Фиксатор неудобный, но зато надежный. Но самый хороший рез из всех секаторов. Просто идеальный. Чтобы не быть голословным, скажу вот так. Этот второй секатор, а он работал до него 2 года. Когда появился этот, то им производил только чистовую работу, а им уже такую более грязную, где корень подрезать. И за эти 2 года он ни разу не смазывался. Я не говорю, что это хорошо. И не затачивался. И давайте проверим сейчас. Вот так. Я это не испытывал, но думаю... И то я режу с другой стороны. Акацун на первом месте. Его я рекомендую. Цена его где-то $65. Второе место это IRS. Здесь просто самые удобные ручки из всех секаторов. Ручки на твердую 5. Фиксатор тоже прям очень удобный, но может в случае чего так хопс и раскрыться сам. Но отработал я им сезон, он был у меня в кармане, ни разу произвольно не раскрылся. Рез его, так скажем, даже не на твердую 4. Такую, на слабую 4. А удобство на первом месте. Цена его $60. Если бы не эти удобные ручки, его бы, наверное, в этом списке вообще не было. Или если бы был, то в самом конце. Второе место из-за удобных ручек. Третье это классика, Фелька 8. Здесь ручки удобные, скажем, на твердую 4. Рез тоже на твердую 4. Есть вот такие амортизаторы. Вот, видно? Что удар на кисть уменьшался. Фиксатор тоже, так удобный, на слабую 4. Подходит идеально для всего, для винограда, для деревьев. Отличный секатор. Но сейчас не знаю, как насчет санкций, во время санкций его можно найти. Но тогда цена была в районе $100. Четвертое место это 2 вала. Секатор молоткового типа. Вот за счет этих ограничителей создается такой звук характерный.
идеально подходит для виноградника. Рез у него на твердую пятерку, как на первом. Но так как он такой специфический секатор, вот из-за носика не везде подлезешь. Например, вот видите, как здесь. Этим подлезешь, этим нет. На мой взгляд, он идеально подходит для виноградника. Прям можно получить удовольствие от такой работы. Ручки, как ни странно, такие прямые, но они вот очень удобные. Ручки тоже на 4 с плюсом. Сам рез, как я сказал, на 5, так как он режет с 2 сторон и не заминает кору. Но из-за того, что он такой специфический, он уходит на 4 место. 5 место — это центр инструмент. Да, цена у него, по-моему, примерно в районе $60. Центр инструмент, цена его $15. Режет вот так, как гильотина. Он аналог Левы. Лева вообще не вошел в список. Режет точно так же, как Лева, но в 5 раз дешевле. Вот этот стоил, по-моему, $75, а этот 15. Вот, если режет то же самое, зачем переплачивать больше? Можно каждый сезон покупать новый. Вот как делаю я. Это новый. Далее у нас Бергер. Прям хороший секатор, навороченный. Есть вот здесь куда смазывать. Вот сюда капнуть маслом и ось смазывается. Фиксатор такой же. Есть еще ограничитель, но это вот как бы лишнее. Вот. Зев больше не будет раскрываться. В этом положении закрыто. Тоже есть подушечки. Видно? Ну, он считается такой, вот мягкий прям. Он самый навороченный из всех секаторов. Ну, он заказывался через eBay, обошелся где-то в $150. Ну, их, наверное, сейчас даже нет, не знаю. Далее это опять Фелька 13. Так, тоже такой специфический, с большими ручками. Можно им обрезать виноград и подрезать такую 5-летнюю лозу. Ну, для деревьев, в обрезке деревьев он мне не понравился, потому что из-за этих ручек. Вот когда просовываешь в крону, пытаешься манипулировать им, то вот задевает как-то. Ну, тоже хороший секатор. Цена его где-то была в районе $130. Он один в один такой же. Ну, просто режущая часть чуть больше. И зев чуть больше. Купил бы я его еще раз? Наверное, нет. Далее на последнем месте это Лева. Приобретались они вместе с ARS. Рез здесь, ну, на 4, наверное, чуть-чуть лучше, чем на ARS. Чуть-чуть. Ручки, на мой взгляд, неудобные. Также и фиксатор. Ну, так себе. В принципе, как и здесь. Но вот здесь даже его легче достать. Рез, как я сказал, на 4, ну, такую почти на твердую 4. Ручки по мне где-то на 3. Вот эта поворотная ручка не создает таких преимуществ, на мой взгляд. Цена его где-то $65 или $70. Далее, кто не вошел в наш рейтинг? Это 2 вала с алюминиевыми ручками. Облегченный такой. Но здесь нет вот этих фиксаторов. И лезвия бьются друг об друга. Момент.
Стоил он, наоборот, даже дороже, чем этот секатор. Его я не рекомендую к покупке. Так же, как вы видели, не вошел в рейтинг Лева, так как есть ему альтернатива и дешевле. И из одного бренда переплачивать в 5 раз, думаю, не стоит. И также секатор, который был до них, он же такой старенький, это Falkit. Он тоже заказывался через eBay. Если был новый, то хороший, но сейчас он же... Все. И еще один момент. Приехал на днях секатор Chickamassa. Он как бы, на первый взгляд, как ARS, ручки почти такие же, но я его так подержал в руке, но он не настолько удобный. И фиксатор у него как-то, ну, скажем, не совсем как у людей. Не совсем как для людей. Что я хочу сказать? Я им недельку поработаю, если он будет достойным в этой линейке, то об этом напишу в описании под этим видео, где-то через недельку. Да, почему я его взял? Стоит он, если этот стоил $60, этот 35. На порядок дешевле. Но сразу же скажу, что ручки, хотя и как бы похожие на эти, но не совсем эти. Даже чуть длиннее. Вроде форма та же, но не так. Но это не так. Этот явно прям шикарно лежит в руке. У кого небольшой сад, скажем, деревьев 10 или кусты роз, то вот просто шикарный секатор для этого. Удобный. Короче говоря, на этом закончим. Я им поработаю. Если он будет хороший, то напишу об этом в описании под этим видео. Да, покажу коробку, как она выглядит. На этом все. Всем хорошего здоровья, хороших урожаев, а здоровья крепкого. И пока-пока. Тудун.